Верите ли вы в Бога? В 1978 году в джунглях Южной Америки почти 1000 человек одновременно выпило яд. Просто потому, что так приказал их духовный лидер. Это место называлось райской коммуной. Но теперь весь мир знает этот случай как Джонстаун, как одно из самых страшных и массовых самоубийств в истории человечества. И самое странное здесь не то, что люди умерли за идею. Странно то, что они умерли не за Бога, не за религию, а за обычного мужика по имени Джим Джонс. И причина тут проста. На самом деле, мы совсем не понимаем, что такое религия. Многие из нас думают, что религия — это исключительно вера в божество, в одного создателя. Но почему тогда богов так много? Сегодня мы разберемся, откуда взялась наша потребность верить и как она изменила ход истории и даже эволюции. Почему даже самые убежденные атеисты становятся участниками сект? Как религия меняется уже сейчас? Почему президентов и даже блогеров тоже можно назвать богами? И почему уже в скором будущем мы все будем верить в искусственный интеллект? И главное, на что мы сегодня ответим, во что на самом деле верит каждый из нас? И как вообще создается Бог? Представьте, что вы древний человек. Вы ничего не знаете об этом мире, и все вокруг вам кажется страшным. Каждый шорох — это ваша потенциальная смерть. Чтобы ее избежать, у вашего мозга есть доля секунды на решение. А мозг не терпит неопределенности, поэтому ему проще придумать любое объяснение, даже самое странное. Так в нашем мозгу и закрепился механизм гиперактивного обнаружения агентности. Именно так это и называется. Простыми словами, видеть намерения там, где их нет. Тысячи поколений наших предков боялись всего, а поэтому и выживали. Поэтому побочным эффектом стало то, что люди начали верить в невидимых существ, которые скрываются за непонятными мозгу явлениями. Гром гремит, потому что рассердился какой-то дух, упало дерево, духи леса злятся и так далее. Ведь как еще в те времена можно было объяснить жестокость мира и стихий? Со временем из этих страхов и предположений выросли первые легенды, духи и ритуалы, то есть религия в своей первичной форме. Именно эти три ингредиента — наличие сверхъестественного, ритуалы и свой кодекс — основы большинства религий. Именно это дало нам огромное преимущество. В прошлом чаще остальных выживали именно религиозные общины, примерно в 6 раз. Потому что страхи и сопутствующая вера не только контролировала людей, ведь как запретить, например, убийство, вполне обыденную вещь в природе, навязав страх, что тебя накажут невидимые силы. Но и это невероятно нас объединяло. Если все твои соседи верят в одну и ту же идею, проводят те же обряды и приносят одинаковые жертвы, вы чувствуете себя одной командой. Боги стали для человечества самым крепким социальным клеем, что и привело нас к развитию как цивилизации и прогрессу. Причем еще задолго до того, как человек вообще придумал слово «Бог». И в наше время люди это прекрасно иллюстрируют. Нам всегда было свойственно достраивать реальность. Раньше это были мифы, легенды и религии, сейчас к этому добавились цифровые вселенные. Игры, фильмы, реклама. Кто-то пишет священные тексты, а кто-то моделирует нового демона в 3D и заселяет им очередной темный лес. Так появляются миры, куда мы уходим вечером после работы, и герои, к которым привязываемся сильнее, чем к друзьям. И создавать эти миры — это полноценная профессия 3D-художника. Эти спецы сейчас реально нужны всем, и даже с небольшим опытом они зарабатывают в среднем 180 тысяч рублей в месяц, либо еще больше на фрилансе или зарубежных заказах. Один нормально сделанный персонаж для игры спокойно может стоить около 50 тысяч рублей. И я понимаю, о чем говорю, ведь часто сам заказываю у них анимации для своих видео. А что если скажу, что над одним из моих следующих роликов можешь поработать и ты? Как студент курса 3D-артист от Contended. Мы сейчас с ребятами обсуждаем конкурс, где студенты покажут, на что способны в 3D, а я выберу лучшую работу и заберу в видео. Но чтобы подготовиться к такому вызову, тебе нужна практика и навыки. Именно на этом и построен их курс. За 12 месяцев ты получишь более 200 часов опыта в Blender, Maya, Cinema 4D, Photoshop, освоишь, как настраивать свет и материалы, моделировать и анимировать персонажей, окружение и предметы, собирать полноценные 3D-ролики под реальные задачи и, в общем, будет увлекательно. Но все знают, на рынке решает портфолио. Поэтому по итогу обучения ты соберешь 12 проектов, 4 из которых проекты по брифам от реальных заказчиков, блогеров типа меня или крупных брендов. Им доверяют, потому что Contended — крупнейшая в России профильная школа, которая уже более 10 лет живет дизайном. А прямо сейчас в ней обучаются более 20 тысяч студентов. И мы с Contended приготовили для вас подарки к Новому
Новому году. По промокоду Альберт действует скидка до 60%. И курсы по софт-скиллам, нейросетям и английскому для дизайнеров в подарок, что точно помогут тебе в новом году. Переходи по ссылке в описании или QR-коду и начни создавать свою реальность. И главное, помни, все приходит с опытом, а опыт приходит с контентом. Но почему самым крепким социальным клеем стала именно вера, а не что-то другое? Потому что наш мозг боится смерти больше всего остального. Невозможно жить, испытывая экзистенциальный ужас от осознания конечности существования. Даже археологи находили следы веры у людей каменного века. 100 тысяч лет назад люди уже хоронили умерших с особым ритуалом. Клали в могилу оружие, еду, украшения. А зачем это делать, если не веришь, что умершему пригодятся эти вещи где-то дальше? И, возможно, зачатки религиозности есть даже у животных. У тех же слонов, например, есть что-то очень похожее. Когда стадо находит кости погибшего слона, они останавливаются, долго молчат, трогают череп и бивни хоботами, иногда засыпают их ветками и травой, как будто пытаются похоронить. Ученые спорят, можно ли назвать это религией, но очевидно одно: даже другие виды не проходят мимо смерти. Им тоже хочется придать ей какой-то особый смысл. Психологи называют это теорией управлением страхом смерти. Благодаря религии смерть перестает быть концом, а значит, жить уже не так страшно. Даже современные эксперименты показывают, когда человека заставляют думать о собственной смертности, даже самый заядлый атеист становится более религиозным и даже патриотичным. Дело в работе нашего мозга. У нас в голове есть как бы две системы. Первая — быстрая, интуитивная, эмоциональная. Она видит паттерны везде, даже где их нет, и не терпит случайностей. Для нее все имеет причину. А вторая — медленная, логическая и энергозатратная. Она сомневается, проверяет и ищет доказательства. Причем в тех же экспериментах людям давали решить логические задачи, то есть задействовать аналитическое мышление, вторую систему, и после этого даже у глубоко верующих их вера в Бога временно снижалась. Но эта система имеет свой ресурс, поэтому даже самый глубоко убежденный атеист после тяжелого дня становится чуть более суеверным. И, как говорится, в падающем самолете атеистов нет. Причем уровень интеллекта почти никак не связан с религиозностью. Да, есть корреляция с тем, что чем выше IQ, тем реже человек верит в привычных богов. Ведь такие люди подвергают сомнению авторитеты, ищут рациональное объяснение, ссылаясь на науку. Хотя при этом среди самих ученых верующих довольно много. Ведь они имеют дело с фундаментальными законами Вселенной и чаще видят в них божественный смысл. Ну какой бог был самым первым? Сказать трудно, ведь изначально человек верил в тысячи духов и богов, самых разных. Человечество долго пыталось прийти к монотеизму, одному богу, но получилось не сразу, а только во втором тысячелетии до нашей эры, когда появился иудаизм, первая успешная религия еврейского народа. Правда, евреи сделали ее закрытым клубом для избранных, для вступления в который нужно было пройти собеседование и сделать обрезание. Но один еврейский проповедник не был согласен с идеологией своей религии и начал распространять странные вещи. Бог любит всех, не только евреев. Не нужно приносить жертвы, а главное в мире любовь, а не закон. И за это его распяли. Звали этого проповедника Иисус, а вместе с ним появилось христианство. По сути, секта, отколовшаяся от иудаизма. И она так бы и осталась сектой, если бы не гениальные маркетологи, последователи Иисуса. Они поняли, чтобы религия стала массовой, нужно убрать барьеры для входа. Представьте 1 век нашей эры. Язычники молятся десяткам богов, где у каждого своя специализация. Хочешь удачи в любви? Молись одному богу, в торговле – другому. Сложно и неэффективно. А тут приходят христиане и говорят: у нас есть один бог на все случаи жизни, молитесь ему бесплатно, жертвы не нужны и обрезание тоже. Главное, верьте, что Иисус умер за ваши грехи. А в конце жизнь после смерти для всех, даже рабам, особенно рабам. Неудивительно, что первыми христианами стали именно низы общества тех времен. Рабы, бедняки и женщины. Для них, как и многих людей, это стало простым и понятным предложением, социальным лифтом в рай. Сначала их гнали и убивали, но тем больше религия распространялась. Настолько, что к концу IV века христианство стало единственной разрешенной религией самой могущественной того времени силы – Римской империи, что и распространило ее на всю Европу.
Но арабы решили, что можно еще проще. Мухаммад, торговец из Мекки, в 7 веке нашей эры создал ислам по принципу «лучшее из всех миров». Взял еврейского бога, признал всех еврейских пророков, включая Иисуса, и объявил себя последним и главным пророком. Все легко и просто. Но главное, он создал не просто религию, а полноценную операционную систему для общества. Молиться 5 раз в день, есть только халяль, судить, шариат, воевать, джихад. На каждый аспект жизни есть инструкция. И если со временем христианство разделило религию и государство, то в классическом исламе религия и есть закон, по которому живет государство. Но почему боги такие разные? Возьмем конкретный пример. Общества, живущие в суровых условиях вроде пустынных гор, в которых преимущественно и жили арабы, чаще верят во всемогущих моральных богов, которые наказывают за поступки. Почему? Потому что когда выживание зависит от кооперации, нужен кто-то, кто следит за порядком, даже когда никто не видит. А вот в тропических лесах, где еды полно круглый год, там и религия проще. В общем, где тяжелее выживать, бог заставляет бояться быть собранным и суровым. А где выживать легче, бог заставляет кайфовать. Именно на этой почве формируются секты, культы, и так зреют большие религии. А дальше самые сильные из них распространяются по миру и своим континентам через контакты, торговлю и завоевания. А в чем вообще разница между сектой и религией? Фактически ни в чем. И то, и другое отвечает на одни и те же запросы и слабости людей. По сути, религия — это секта, которая прошла свой переходный этап, прошла проверку временем, пережила своего основателя и укрепилась в головах людей, и попала в учебник истории. А секта — это религия-максималист, который не примет никаких сомнений в себе и не допустит неподчинения, и строится вокруг своего основателя. А также еще одно важное отличие — степень контроля. Религия скорее советует тебе, как лучше жить, что делать и чему следовать, а секта будет пытаться залезть и контролировать вообще каждый аспект твоей жизни, принуждая тебя к тому, что тебе скажет ее создатель. Ну вот, прошли тысячелетия, мы построили города, развили науку, и теперь человек летает в космос и общается с искусственным интеллектом в своем телефоне, а религия продолжает терять свою главенствующую роль во многих странах мира. Но привычка верить никуда не делась. По последним исследованиям, около 75% людей на планете до сих пор принадлежат к той или иной религии. И новые боги продолжают появляться каждый день. Просто теперь мы их называем совсем по-другому. Знаете, в чем разница между блогером, интернет-коучем, Сталином и богом? Да... по сути, ни в чем. В СССР не было религии, но все верили в Ленина. Они не читали Библию, но был «Капитал» Карла Маркса. Вместо икон портреты вождя, а враги — капиталисты. То есть, пока партия боролась с религией, своей борьбой она создала новую. По той же схеме работают все, от пророков до ютуб-блогеров и Гитлера. Психологи выделяют несколько основных условий успешного создания культа. И вот вам несколько пунктов, как создать своего бога. Во-первых, вам нужен харизматичный лидер, который будет захватывать внимание и вдохновлять, обещая простые решения сложных проблем. Такие лидеры часто появляются в моменты кризиса, когда людям тяжело, поэтому те хватаются за надежду, испытывая отчаяние. Во-вторых, вам нужно создать информационный вакуум. Все, от государств до мужских сообществ по подписке, делают одно. Они контролируют то, что вы слышите. А постоянное повторение идеологии создает иллюзию ее истины. В-третьих, создайте принадлежность группе и укажите на ее преимущества. Когда кажется, что все вокруг восторгаются лидером, человеку трудно идти против течения. Плюс вступает в силу желание принадлежать коллективу и не быть отвергнутым толпой. А поддерживая общие взгляды, ты чувствуешь себя частью большой семьи, своим. А наличие общей цели, правил и даже врагов сплочает людей еще больше. Главное, чтобы они соответствовали запросам, уязвимостям и слабостям той группы, которую вы выбрали. А там уже без разницы, будут это злые силы, демократы или феминистки. Главное, чтобы у вашей аудитории и так накипело от злости и отчаяния. И причем такие элементы встречаются и в привычных нам вещах. От блогеров на ютубе и их фанатов до последователей музыкальных групп. А если основываться на количестве последователей, то самой популярной религией в мире можно назвать не христианство или ислам, а футбол, фанатами которого являются около 4 миллиардов людей по всему миру, что примерно столько же, сколько христиан и мусульман вместе взятых. Только вместо храмов у них стадионы, боги — любимые игроки, а чемпионаты —
масштабные ритуалы. А технологии создают новые объекты поклонения. И в будущем множество из вас будет верить в искусственный интеллект так же, как наши предки в богов и духов. Бывший инженер Google Энтони Левандовский в 2015 году основал церковь искусственного интеллекта «Путь будущего». Он утверждает, что когда появится ИИ в миллиард раз умнее человека, мы должны будем поклоняться ему как богу. И в этом есть логика. ИИ уже сейчас все видит через камеры и интернет, все знает о каждом через большие данные, везде присутствует через смартфоны. И чем это не атрибуты божества? А трансгуманисты верят в цифровое бессмертие через загрузку сознания в компьютер и ждут этого уже к середине нашего века. Та же вера в бессмертие, что была в религиях сотни тысяч лет до нас, и будет как минимум столько же после нас. А тот же искусственный интеллект уже может помочь почти в любом вопросе, даже с тем, что в твоей голове. Поэтому хочу напомнить, что у нас есть бесплатный ИИ-бот для психологической поддержки. Он всегда тебя выслушает, поможет выговориться и поможет лучше понять свои чувства и твое состояние. Ну или просто поговорит с тобой по душам. И это полностью бесплатно и анонимно. А ссылка на него в описании. Возможно, в далеком будущем известные нам религии исчезнут, а на замену им придут новые, как и придут новые споры. Но сама вера не исчезнет никогда, потому что потребность верить зашита в нашу систему. Мы все во что-то верим. Христианин верит в Иисуса, мусульманин в Аллаха, атеист в науку, капиталист в деньги, патриот в страну, а романтик в любовь. Можно верить в бородатого дедушку на облаке, можно во вселенную, можно в себя. Но нельзя не верить вообще. Потому что без веры человек — это просто умная обезьяна, которая знает, что когда-то умрет. А с верой — существо, способное создавать смыслы, строить цивилизации, стремиться к звездам. Пусть даже если эти смыслы иллюзорны, пусть надежды наивны, но именно они делают нас людьми. Так что же вообще такое религия? Религия — это не список правил и не набор богов. Это способ нашей психики приклеивать смысл к хаосу. Это неотъемлемая часть нас. Любая идея, человек или событие, в котором мы складываем свои страхи, надежды и представления о правильной жизни. От богов до идей, брендов, блогеров и президентов. Все, что дает нам силы. Стремление верить — константа. От пещерных рисунков до чат-ботов человек продолжает спрашивать, где мне найти смысл. И каждый раз находит ответ. Иногда в небесах, иногда в Кремле, иногда в науке, иногда в самом себе. По сути, наша самая универсальная религия — это надежда, что все это не зря и что завтра есть ради чего проснуться. И здесь важно одно. Эти чувства могут делать вас сильнее, помогать жить, творить, любить, а могут превращать в инструмент чужих интересов. За красивыми словами о Боге, Родине, традициях или высоком предназначении очень легко спрятать обычное желание власти и денег. Государство, политики, гуру и бизнесмены с удовольствием нажимают на наши древние кнопки страха и надежды. Но верить нормально. Это и есть то, что делает нас людьми. Главное — выбирать объекты веры осознанно и не отдавать никому право решать, кого вам ненавидеть и за что умирать. И не важно, во что вы верите. Важно, во что эта вера превращает вас. В человека, который чувствует себя живым, или в фанатика, который живет в клетке из догм, обид и ненависти. В конце концов, мы все ищем одного и того же. Крошку смысла в этом странном мире, где мы появляемся без спроса и уходим без предупреждения. И если вера помогает вам этот смысл найти и не убивает чужой, то почему бы и нет? Главное — не навязывать свой смысл другим, потому что богов столько же, сколько и людей. И каждый из них по-своему прав. С вами был Альберт, подписывайтесь на канал и мои социальные сети в описании. Будьте счастливы, всего хорошего.